Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как я собираю скамью силовую для жима лежа, штанги, гантелей. То есть у меня тут обрезки труб. Профиль основной будет 40 на 40, стенка 2. Две трубы по 1200 мм и пара по 340 от 300 и по 380 мм. Это основной каркас сейчас соберем. При помощи самодельных струбцин, вот они у меня две штуки, зажимаем между двух балок длиной 1200, трубку 380, выставляем по уголку, чтобы все ровно было, и завариваем. Сначала прихватываем с одной стороны, потом с другой стороны также доведя до края. Но у меня здесь, видите, просто не могу сразу выставить под размер, потому что стол коротковат. Здесь отступаю 30 миллиметров. Не знаю, может быть и 40 можно и 20. Но у меня всегда 30 выходит. Так, все, варим. Так, точечные прихватки поставлены. Сейчас будем обваривать. Варивать именно вот эти тавровые швы. Так, наложил шов. С этой стороны два валика. И с этой стороны, с обоих вернее. На той стороне аналогично. То есть больше проваривать здесь, больше не трогайте, то есть смысла нет. Итак, выставляем подобным образом. Отмечаем середину, магнитный уголок, но слесарный все-таки точнее. Ориентируемся по нему. И прихватываем, а потом завариваем. Сначала прихватываем обе стороны. А потом все, опорные трубки, которые будут лежать на полу, приварены. Тут самое сложное, наверное, приварить их параллельно друг к другу. Потому что силы усадки тоже имеют место. Приваришь с одной стороны, ее уйдет в другую. Поэтому надо смотреть внимательно. Если что, переваривать или будет скакать по полу. Далее отмеряем следующим образом: 105, 155, именно от конца трубки. От конца трубки 385, 575 и 600, 755, 935 и 1175. Это расположение ограничителей для наклонной спинки. То есть это для наклонного сидения. Два положения будет у сидушки. А здесь 4 положения будет у спинки. Плюс пятое — это горизонт. Вот при таком расположении оно будет ровно ложиться. Спинка, каркас спинки не будет мешать ничему. И то есть все будет красиво. Это пруток 20 миллиметров с просверленным отверстием на 10,5. То есть это токарная работа. Она была длиной 60 миллиметров. Я ее располовинил. Получил 2 по 30. Я их вот так ставлю и заварю противоположно друг другу. На нем будет сидеть болт. И получается, на нем будет все вращение. Спинка будет на нем. И сиденье будет на нем. Каркас сиденья тоже будет на нем. 10,5 диаметр, 20 наружный диаметр. Трубку такую найти не получится, поэтому это только токарный станок или знакомый токарь. В качестве этих ограничителей у меня идет профильная трубка 20 на 20, стенка 2 у меня здесь, другой не было. И длину я их нарезал по 15 миллиметров. Это тоже с умыслом, то есть если я сделал бы целиком, опять же, у меня сиденье, спинка, вернее, не легла. Подставка для спинки, которая будет опорой, она тоже здесь просто не разместится, если будет размер иной. Поэтому 15 миллиметров, если не хотите придумать велосипед,
Делайте как здесь, как у меня. Вот после приварки можно сказать, что основной каркас готов. Теперь нужно изготовить каркас спинки сиденья, ну и опорных элементов. Осталось тут осталось зачистить. Каркас основной готов. Теперь нам нужно собрать каркас сиденья, каркас спинки и два опорных элемента, чтобы все это наклонялось и регулировалось. Вот как видите, тут основное это 20 на 20 стенка 2. Один узел я уже собрал, это получается каркас спинки. Теперь тут намечается работа по сборке каркаса сиденья, опоры спинки и опоры сиденья. Так, сейчас попробую все это собрать. Ну, принцип один и тот же. Под прямым углом собираемся, то есть пытаемся все собрать, чтобы потом меньше было. Так, каркас сиденья готов, ну, в плане сварки. То есть здесь полосы 20 на 4, две штуки длиной 40 миллиметров, с небольшим выпуском. Ну, можно и в половину, то есть приварить. Это 330, это 130, это, ну, то есть синхронно. Итак, дальше собираем опорную часть спинки. То есть вот этой сумме должно получиться 120. Вот здесь 120 должно. Поэтому здесь тоже 122. Здесь 40. Вставляем трубку. Провариваем здесь, провариваем здесь. К сборке заключительная часть опорного элемента сиденья. То есть тут две полосы по 135 миллиметров. Труба 20 на 20 стенка 2, 120 миллиметров. Так, ну здесь у меня 10-й кругляк 120 миллиметров. Ну вот это все надо попробовать собрать под прямым углом. Здесь 20 миллиметров отступаем. После зачистки от шлака и брызг я накернил, разметил или накернил, получил такое расположение отверстий. 650 от края, здесь 180 миллиметров, здесь 470, 415. То есть здесь по два отверстия, здесь с этого края 10 миллиметров отступаем, просверливаем. Ну и вот здесь эти отверстия, они для крепления уже обивки. Так, это с этим разобрались. Так, опора спинки. Ну тут тоже, отступив 10 миллиметров, тоже накернил. Здесь больше ничего не нужно. Так, на опоре сиденья тоже отступаем от края 10 миллиметров. С обоих сторон сверлим. То есть получаем регулировку. И вот это будет каркас сиденья. Так, отступаем от края 70 миллиметров для первого ряда отверстий. Потом 190 между отверстиями. Здесь, значит, отступаем также 10 миллиметров. И для самой оси регулировки здесь будет, так, я показал, ну, 200 миллиметров получаем мы. Почему? А вот от края здесь 200 миллиметров, то есть здесь для регулировки угла, а эти отверстия для крепления сиденья, обивки самого сиденья. Ну все, начинаем сверлить. Так, хочу сказать про болты. Нужные болты будут 185, две штуки, и один на 180. Так как проблематично такие болты купить где-то диаметром 10 миллиметров, то я и решил их изготавливать. Здесь нарезаем резьбу. Это 10 миллиметров достаточно также. И все, закручиваем гайку 10-ю на нее. Так получили следующую конструкцию. Ну, можно сказать, что работы по сварке, по сверловке, шлифовальные работы все закончены. То есть это осталось только покрасить и накинуть обивку. Вот как это все работает.
Вот здесь нужно срезать острые углы, иначе вот этим местом оно будет опираться в фанеру и будет резать фанеру. Ну, может сломать в итоге. Здесь тоже, вот на этом участке, здесь тоже я закруглил, то есть срезал острые углы, потому что здесь тоже будет ровно прилегать фанера, как и здесь. И вот эти места, чтобы они не мешали, их лучше убрать. Так, вот таким образом механизм прячется, его не видно. Вот, собственно, и все. Для изготовления спинки и сиденья нам понадобится фанера. В моем случае это 10 миллиметров, два куска, один размером 770 на 300, другой 350 на 300. Просверлив отверстие на 9,5-10 миллиметров и купив вот такие вот забивные гайки, усовые гайки, забивные гайки, их по-разному называют. У меня на 8 миллиметров резьба у них. Заколачиваем, получаем вот такую картину. То есть они с этой стороны забиты, здесь просто с этой стороны мы ее закрутим болтом на 8 миллиметров. У меня 8 на 30 будет. Это самый оптимальный размер. Расстояние между отверстиями на сиденье 150 миллиметров, на спинке 155 миллиметров. 155 миллиметров. С этой стороны у нас 190, а здесь между ними 470. То есть с одной стороны мы отступаем 180 миллиметров, сверлим и дальше следующую пару на расстоянии 470 миллиметров от этой пары отверстия. Так, приготовив фанеру, далее я предварительно тоже приготовил поролон. Два куска, один 800 на 330, другой 380 на 330. Они чуть больше размера фанеры, чтобы дермантин не изнашивался при эксплуатации, чтобы об дерево не терся сам дермантин. У меня дермантин тоже два куска, 900 на 450, это для спинки, и 450 на 470. Этого нам хватит. Далее берем скобы, но у меня 53, беру высотой на 6, этого достаточно. В десятке понадобится канцелярский нож и что-то плоское. Нужна отвертка, у меня куда-то они подевались. Ложку. Так, начнем с сиденья, со сборки сиденья. Подложу снизу дермантин, поролон, сверху ставим именно той стороной, где не видно гаек. То есть эта сторона ложится вот так. Прикладываем, выбираем середину всего этого и начинаем потихоньку, взяв степлер, загибая. Итак, исходное положение. Начинаем потихоньку приколачивать в диаметрально противоположных направлениях. Здесь 2-3 зацепили. Хватаем по бокам. Ну, стараемся, чтобы все ровно было. Для эстетики. Так, эти стороны я забиваю полностью, а другие противоположные стороны я оставляю, чтобы можно было загнуть и спрятать уголки. Так.
Здесь поступаю следующим образом. Значит, режу вот этот конец дерматина до угла, до края фанеры. Разворачиваю вот здесь, чуть подрезаю, тоже в натянутом положении. Потом срезаю вот эту букву Г, как у меня сын говорит. И у нас готовый уголок сейчас будет. Заталкиваем сюда вот этот кусочек. Ну, вот такой примерно уголок будет. И прошиваем его. Вот по такому принципу все углы я и прохожу. То есть режем здесь, режем здесь, потом срезаем его параллельно этой же. Получаем букву Г. Ну, это шаблон. То есть, если получилась буква Г, значит все правильно. Загибаем, заталкиваем этот остаток и пришиваем здесь вот таким образом. Вот такой вот у нас получится верх. Вполне неплохо. Ну вот мы получили две обшитые спинку и сиденье. Довольно пышных форм. 30-ка поролон все-таки чувствительно. На 20-ке не делайте, потому что 20, ну реально вы не будете чувствовать, что на чем-то лежите мягко. То есть будете как будто на доске лежите. Остается покрасить каркас и поставить вот такие заглушки 40 на 40. Они для профильной трубы продаются тоже в строительных магазинах, мебельных магазинах. Ну вот, собственно, и все. Скамья готова. Если мой выпуск оказался полезным вам, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду еще работать в этом направлении.